В глубине холодного зимнего леса, где снежные покровы укрывали землю, словно мягкое белое одеяло, жил красавец-олень по имени Алтаир. Его величественные рога растели в небо, как ветви древнего дерева, а пушистая шкура была настоящим произведением искусства природы. Лес, в котором он обитал, был полон жизни и разнообразия. Мягкий шелест листвы, трели птиц, шорохи мелких зверьков создавали мелодию, оживлявшую лесной пейзаж. Но в тот год зима пришла куда более суровая, чем раньше. Холод был невыносимым, а голод терзал лесных жителей. Снег лег на землю настолько плотно, что животным приходилось прилагать большие усилия, чтобы найти укрытые под ним корма. Лиса по имени Рукава делилась своим запасом еды с соседями, а зайцы, привычные к быстрому бегу, чувствовали себя уязвимыми перед сильными холодами. Несмотря на мрачную погоду, Алтаир продолжал искать еду. Он пробирался сквозь метели, отыскивая мох и лишайники под утрамбованным снегом, неся в себе надежду на лучшее. Но вскоре он заметил, что что-то не так. Его тело начало чесаться, а ноги стали тяжелыми, как будто кто-то наложил на него заклятие. На его шкуре появились крошечные существа, паразиты, которых он никогда раньше не видел. Крошечные черные точки постепенно множились и стали штормом, обостряя его страдания, отбирая у него силы. Алтаир из последних сил пытался освободиться, терся о стволы деревьев и вылизывал ноги, но паразиты не отступали. Они проникали все глубже, проедая его кожу и истощая его тело. Когда он смотрел по сторонам, его мир сжимался. Тусклые сучья, белый снег и колючие ели. Он ощущал себя одиноким и беспомощным. Его страдания не оставляли его ни на мгновение, и алчность смерти казалась близкой. Но даже в такое время, когда все вокруг казалось безнадежным, Алтаир помнил о своих друзьях, тех, кто ждал его возвращения. Он помнил о лисах, которые играли у его ног, о зайцах, которые бежали с ним вместе, и о птицах, которые гурьбами сваливались на его шкуру, пытаясь получить тепло. Он знал, что они не оставят его в беде. Однажды во время поисков еды Алтаир встретил лесника по имени Игорь. Игорь был глубоким старцем с добрыми глазами и щедрой душой. Проводя много лет среди лесов, он понимал, как важно заботиться о том, что его окружает. Он не раз замечал, как другие лесные обитатели помогали своим соплеменникам. Но этой зимой ему тяжело было даже наблюдать за животными. Он видел, как они страдают от метели и голода. Когда Игорь заметил Алтаира, его сердце сжалось от горя. Олень, которого он знал как самого сильного и грациозного в округе, едва стоял на ногах. Игорь осторожно подошел к нему, стараясь не напугать. Сначала Алтаир испугался. Ему было больно и страшно. Однако лесник говорил с ним успокаивающим голосом, обнимая его своим мягким присутствием. Он не знал, каково это — страдать от паразитов, но понимал, что помощь должна прийти. «Ты не одинок, брат», — произнес Игорь, когда Алтаир неохотно позволил ему приблизиться. Лесник дотронулся до его шкурки и почувствовал, как сотни мелких существ блуждают под его руками. Он быстро понял, что олень находится в бедственном положении. В его душе зародилось стремление не оставить Алтаира на произвол судьбы. Он знал, что нужно действовать немедленно. Игорь вспомнил о своих людях, с которыми когда-то работал, о врачах и натуралистах, которые знали, как бороться с такими злоупотреблениями природы. Он отправился в деревню, где собирался сообщить о бедственном положении оленя. Деревенские жители, услышав о страданиях Алтаира, были тронуты. Люди, узнав о страданиях Алтаира, объединялись. Они приготовили все необходимое — медицинскую настойку, травы и специальные растворы. Среди них были как опытные лесники, так и молодые специалисты, которые изучали природу и заботились о дикой жизни. С группой волонтеров старший лесник вернулся в лес, готовясь оказать помощь.
Когда они прибыли, Алтаир уже слабо стоял на ногах, но, увидев людей, в его глазах заблестели искорки надежды. Лесник и его команда аккуратно обошли его, утешая. Люди начали работать, осторожно очищая кожу оленя от паразитов. Сначала они использовали травы, а затем специальное масло, которое помогало изгонять завоевателей из его шкурки. Это был медленный и трудный процесс, требующий терпения и усилий. В команде работали даже дети, которые с трепетом помогали подносить инструменты и травы. Лесные жители были полны решимости помочь оленю, и в их работах после каждых старательных прикосновений чувствовалась нежность и искренность. Некоторые из людей проявили необычайную заботу о животном. Женщины принесли ему целебные травы, мужчины подготовили укрытие от холодного ветра. Каждый делал то, что мог, и постепенно, но уверенно, оленю становилось лучше. Он начал есть, восстанавливая свои силы. С каждым днем он чувствовал себя все более уверенно. Игорь же не только наблюдал за Алтаиром, но и изучал его поведение. Он заметил, что животное предпочитает определенные типы трав и что оно избегает тех мест, где паразиты были особенно сильны. Этот опыт помог ему понять, как лучше всего помочь Алтаиру. Стремление позаботиться о братье меньшем росло в нем, придавая ему теплоту души. Спустя 3 недели интенсивного лечения, когда зимний лес наполнился мелодиями возвращающихся птиц, Алтаир уже выглядел как никогда. Он снова был грациозным и сильным, его рога сверкали на солнце, и блеск в его глазах свидетельствовал о том, что жизнь вернулась. Алтаир не только восстановил свой физический статус, но и снова обрел уверенность, что пути его жизни ведут к светлому горизонту. Со временем оленя отпустили, и он вновь вернулся к своим товарищам в лесу. Но он всегда помнил о тех, кто пришел ему на помощь в самом трудном моменте. С каждым рассветом, проходя мимо, Алтаир останавливался, поднимая голову и маша рогами, приветствуя своих спасителей. Он не знал, как выразить свою благодарность, но это желание стало частью его сущности. Лесник вернулся в деревню, но его сердце наполнялось радостью. Он знал, что даже в самых ужасных ситуациях можно найти свет и надежду, если объединить усилия и заботиться о тех, кто нас окружает. Его хрупкая душа, к которой присоединились добрые сердца всей деревни, окрепла. С годами, когда Алтаиру становилось уже несколько лет, он стал символом надежды и сопротивления в лесу. Он показывал всем, что даже в самых безнадежных ситуациях можно найти силы и выжить. Его история стала легендой, рассказывавшейся поколением за поколением, и каждый, услышав ее, чувствовал, что он не одинок. Между животными развивалась сплоченность и взаимопомощь. Лиса Рукава продолжала делиться своей пищей, а зайцы всегда были рядом, если кто-то страдал. С приходом весны, когда солнце начало согревать землю, лес оживал. Олени собирались в стада, и каждое утро под легкий ветерок наполняло лесский воздух запахом весны. Алтаир часто проводил время, играя с подругами и поднимая рога к свету, где они сверкают в лучах солнца. Каждый день он гулял по лесу, делая паузы, чтобы пожелать здоровья своим знакомым, незаметно возвращая добродушные отношения, которые когда-то потерял. Время шло, но теплоту и дружбу, основанные на смелых действиях лесного стража и его спасителей, нельзя было забыть. Алтаир стал защитником своего леса. Когда он видел, что какое-то животное в бедственном положении, он незамедлительно просил о помощи своих друзей. Лесник Игорь, который продолжал навещать лес, всегда был благодарен за связь, возникшую между ними. Изучая поведение и привычки лесных обитателей, Игорь старался убедиться, что они находятся в безопасности и что природа никогда не испытывает страха перед голодом и жестокостью зимних метелей. Он организовывал прогулки, где обучал местных жителей, как правильно обращаться с животными и как заботиться о них, такие навыки, которые были важными для совместного сосуществования.
Таким образом, зима стала не только испытанием, но и сказанием о доброте, единстве и о том, как важно заботиться о живой природе. С каждым Новым годом Элтазир возвращался к истокам, подчеркивая силу связи между всеми обитателями леса. Когда снег наконец растаял, лес выглядел живым и полным энергии, и его обитатели уже не боялись невзгод. Легенда о Алтаире, благородном олене, который смог победить тьму, разлетелась за пределы леса. Она стала основой многочисленных сказаний, что не только восхищали людей, но и побуждали молодое поколение бережно относиться к природе, охраняя ее дары и красоту. Именно так Алтаир, символ надежды и стойкости, стал настоящим лесным стражем, чья история переходит из поколения в поколение, оставаясь в сердцах всех, кто населял этот величественный зимний лес.